Всем привет! Сегодня приготовим очень ароматные вкусные булочки с сочной начинкой и кремовой глазурью. Если вам интересно, смотрите дальше. В чаше перемешиваем дрожжи, немного сахара, немного теплого молока с водой. Перемешиваем до того, пока дрожжи растворится. Сверху кладем полотенце или пищевую пленку и оставляем на 10 минут. В это время образуется такая пена. Добавляем оставшийся сахар, молоко с водой. Все перемешиваем. Молоко и вода должны быть примерно 37-40 градусов. Добавляем кардамон. Можно кардамона не добавлять. Добавляем пару ложечек муки, все перемешиваем. Добавляем яйца, перемешиваем до однородности. Добавляем опять муку порциями, перемешиваем. Подогреваем сливочное масло до того, пока оно становится такое слегка жидкое. Сливочное масло добавляем в тесто и потом добавляем муку. Всю муку сразу не всыпаем, так как мука может не понадобиться вся. Оставляем там примерно 50 грамм и аккуратно в конце постепенно вводим ложечкой муки, замешиваем тесто. Тесто должно получиться мягкое, эластичное, слегка липкое. Вот у меня осталось примерно 3 столовые ложки без горки муки. Готовое тесто ставлю в чашу, покрываю полотенцем и оставляю для подъема на 30 минут. Если в помещении прохладно, то можно духовку подогреть до 30 градусов, выключить и туда класть тесто, чтобы оно поднималось. Подготавливаем начинку для булочек. Берем грецкие орехи, можно брать и любые другие орехи. Добавляем коричневый сахар, добавляем халву, это тоже по желанию, корицу, какао-порошок. И вот все это надо измельчить в однородную массу. Вот такая начинка получается, очень ароматная. Но если вы не используете орехи и халву, то вам просто надо в чаше перемешать сахар, корицу и какао, и все. Вот тесто поднялось, ставим на стол. Буду раскатывать на силиконовом коврике, тогда еще более удобнее. Тесто так не будет прилипать к поверхности. И вот слегка-слегка промазываю с растительным маслом. Тесто раскатываю довольно тонко, насколько тонко возможно. Берем сливочное масло, я его немного подогрела, чтобы было более удобнее его распределять по поверхности теста. Распределяю сливочное масло силиконовой лопаткой. И сверху посыпаем с начинкой. Руками распределяю, немного как прижимаю, чтобы вот эта начинка при заворачивании рулета оставалась на своем месте, чтобы прилипла к сливочному маслу эта начинка. И потом надо аккуратно заворачивать тесто в рулет.
Так как у меня под низом силиконовый коврик, еще промазанный маслом, тесто очень хорошо отходит и красиво заворачивается. Потом рулет надо поделить на будущие булочки. Толщину булочек мы можем делать по выбору. Я поделила тесто на 16 частей. И потом, когда кладем булочки на противень, вот этот край теста надо подогнуть под булочку, чтобы при выпекании не отворачивались вот эти краюшки булочек. Покрываю пищевой пленкой и опять ставлю подниматься на 20 минут. Вот так они подошли, поднялись, стали друг к другу ближе. Выпекаем 180 градусов примерно 30-40 минут. Время выпекания надо смотреть по вашей духовке. Когда булочки подрумянились, красиво поднялись, можем доставать. Подготавливаем крем-глазурь. Берем сливочный сыр, любой творожный сливочный сыр, добавляем сахарную пудру, ваниль, ароматизатор по выбору и все взбиваем миксером до такой кремовой консистенции. И еще теплые, почти горячие булочки покрываем равномерно с этим кремом, так чтобы все булочки были покрыты кремом. Эта порция крема достаточно на все булочки. Вначале я наношу просто силиконовой лопаткой, а потом вот кисточкой распределяю, чтобы со всех сторон красиво, равномерно был крем. Сейчас надо оставить булочки, чтобы они остывали, полностью остыли, и потом уже можем пробовать, что у нас получилось. Конечно, если хотим, чтобы каждая булочка была идеально красивая, то надо выпекать так, чтобы они не прикасались. С расстоянием стояли друг от друга, и тогда не надо будет нарезать, а будет каждая булочка как бы по отдельности. Можно даже выпекать в формочках для кексов, тогда они тоже будут выпекаться индивидуально. Вот такие нежные булочки получаются, очень ароматные, вкусные. Мне очень нравится вкус корицы. Дополнительно я всегда добавляю орехи. Вот орехи грецкие очень тоже ароматные. Халва дает дополнительно такой влажный, сочный вкус. Но если вы не любите, вы можете просто не добавлять. Вот такой разрез у булочки получается. Мы можем и приготовить заранее, вот завернуть в пищевую пленку и поставить в морозилку. И когда захотим, достаем булочку, просто при комнатной температуре размораживаем, и булочка остается такая же вкусная, как только испеченная. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!